Здоров, катаны! Блогер Станислав Решетников, именуемый в сети как Refly Panini, или же в простонародье Санини, в очередной раз отличился. В ночь с 1 по 2 декабря Станислав вел стрим с Валентиной. Девушка пришла на стрим не одна, а с подругой Мариной, где они изрядно напились вином, да и в общем развлекались как могли. Panini через некоторое время начал уделять внимание Марине, пока Валентина с помощью алкоголя не осознавала всей ситуации и, забыв о подруге, девушка схватилась за нож. Эльвира, топ! Валь, давай без этого! Валентина! Что? Валь! Клоп! Валь! Так, Сука! бери руки. Бери руки от мою компа, блядь, Валя! Давай. Вызывай мне такси. Валь, мы вместе поедем. Нет. Да. Во всем этом конфликте пострадал только компьютер, из-за чего и прервалась трансляция. Валентина в гневе, опасная женщина, в одном из стримов, будучи не в адекватном состоянии, нанесла несколько ножевых Panini, разбила его телефон, вступала в драку со своими подругами. Когда девушка находится в трезвом состоянии, и в ее агрессию становится тяжело поверить. Спустя 4 часа трансляция восстановилась. И мы узнаем от стримера, что за это время Марина разбила телефон Станислава. На почве ревности состоялся конфликт Марины с Валей. И Марина, испугавшись очередного неадекватного действия девушки, уехала домой. Далее блогер рассказывает, что, спустившись в коридор, увидел отвратительную картину. Девушка опорожнилась под себя, испачкав экскрементами весь коридор. Облил девушку раз 10 холодной водой, после чего открыл входную дверь, чтобы проветрить помещение. Девушка, замерзнув, накинула на себя чужую куртку, пока стример прибирал дом. Но заметив это, парень отобрал куртку, объяснив это тем, что Валентине нужно протрезветь на свежем воздухе. Он не понимал, почему девушка находится в беспамятном состоянии. Ведь у него она не принимала крепкий алкоголь, и выдвинул гипотезу, что девушка пришла на стрим под наркотой. К сведению, в СМИ взяли интервью у соседей, и те утверждают, что примерно в тот отрезок времени, когда трансляции не было, происходило следующее. В 7 часов утра Panini ругался с Валентиной, пытался ее выгнать на улицу, но после того, как понял, что его заметили соседи, затолкал девушку обратно в дом. Далее стример решил устроить своим зрителям стоящий контент и направился за девушкой в коридор, застав ее на первый взгляд без сознания. Выволочив бедную девушку из коридора, Panini сделал пару попыток привести девушку в сознание, но та ни на что не реагировала. Не торопясь, стример позвонил в Discord другу, чтобы тот вызвал скорую, так как его телефон был разбит. Переживал Санини очень странно. Уложив девушку на диван, он продолжал вести стрим, слушал музыку, виня себя во всем, что случилось, вместо того, чтобы хотя бы попытаться оказать бедной девушке первую помощь. К слову, парень сам находился в алкогольном опьянении. Поэтому без помощи звонка друга из Дискорда и СМС подписчиков даже не понял, что нужно открыть дверь скорой помощи. Алло. Стас, тебе весь чат пишет: скорая, открой ворота. Да там открыто все, алло. Ну выйди, посмотри хотя бы, ну что ты давай, сидишь, приехали, не приехали, выйди, посмотри. Иду. Она обосралась? Да. Вот, лежит. Войдя в квартиру, врач скорой помощи сразу констатировал смерть, во что никак не хотел поверить Panini. Когда его попросили представить Фио, подруге, он не смог ответить, потому что не знал. Хотя сам же клялся, что это его лучшая подруга, любовь всей жизни. После того, как скорая помощь покинула его дом, он стал дожидаться полицейских. К тому времени на стриме уже было более 1800 зрителей, и стрим упал от перегрузки. Но это не помешало через некоторое время снова возобновить трансляцию. Как раз в этот момент приехала полиция и попросила выключить камеру. Парень отвернул ее, но следователь отключил всю аппаратуру сам. Здравствуйте. Давай, врубай. Врубайте. Ну, поворачивайте. Застримился? Думаете, я виноват? Я не знаю, что мне выбираться. Так мы не можем быть уверены в том, что на самом деле происходило на месте происшествия в тот отрезок времени, когда трансляции не было. Можно привести кучу доводов о том, что случилось на самом деле.
Кто-то думает, что стример ее придушил. Кто-то подозревает, что девушка скончалась от передоза. А кто-то уверен в том, что девушка умерла от переохлаждения. Во всю эту ситуацию и СМИ внесло свои поправки. Например, в новостях сообщили, что Станислав выгнал девушку на балкон и не впускал в дом. Это ложь, ведь она находилась мокрая в коридоре с открытой дверью. Также СМИ утверждают о том, что Валя была беременна, хотя это ничем не подтвержденная информация, и возможно эта история является ее пьяным бредом. Я ни в коем случае не поддерживаю Санини и считаю, что он полностью виноват в том, что произошло с Валентиной. В первую очередь я осуждаю его только за то, что он не провел никаких реанимационных действий, чтобы спасти девушку, а просто положил ее на диван и начал ныть. И мне ничуть не станет жаль этого парня, если его посадят, так как сам Санини является очень жестоким и безразличным к чужой жизни человеком. Ведь столько раз мы наблюдали, как он издевался над людьми, заливал ту же Валю перцем, издевался над Валентином, причем тот случай тоже получил огласку в СМИ и многое другое. Всем спасибо за внимание, надеюсь это видео было для вас информативным. Подписываемся на канал,